coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и да, наконец-то мы дождались, я вообще не ожидал, по правде, выхода главы Зайчик, я не смотрел новости и не знал, что на 31-го выходит, но как видите, я уже 30, уже первое, я постарался как можно скорее приступить к записи, сейчас будем прям записывать, я сделал даже небольшой пост, сделаю на странице, на канале, чтобы сообщить, что видео будут готовы, я постараюсь как можно быстрее показать вам эту главу, пока просто мне очень интересно, что там происходит. Все видео сейчас пилят, и я даже спойлеров каких-то нахватался в этих чертовых картинках. Ну да ладно. Глава 4. Не дымом волчья шерсть, а бием копытом озими. Бием копытом озими. Сразу говорю, что тут в этом вариации я все-таки решил изменить решение и взял решение предупредить Полину, что мы будем понарошку изображать маньяка, чтобы... Просто мне не хочется подставляться. Я знаю, что Рома нам пригодится очень, но просто у Полины есть дедушка, как мы знаем, а он очень хорошо шарит за лес. Я это немножко так чисто, немножко почитал книжку, и у нее как раз таки есть дедушка, если чуть не путаю. Вот. И немножко видео посмотрел, теории, например. Все это я смотрел, из-за этого более-менее знал об этом дедушке заранее, и он нам очень поможет в будущем. Ну и также именно я все, что мог, только собрал, все самые хорошие фотоаппаратик там, и улики и так далее, все собрано. Ну что ж, давайте, ладно, без лишних слов приступим, а то у меня просто мандраж, я просто хочу узнать, что будет дальше. И в этот раз, как ни странно, это будет первое видео по Зайчику, которое будет в новом качестве звука. Звук на нем, на этом видео будет в лучшем качестве. Ну что ж, желаю вам приятного просмотра, а мы приступаем. Пяша подсел к нам, озабоченно кусая губу. Тосик, ты почти в этом сраном лесу живешь. Тошик, ты же почти в этом странном лесу живешь. Кстати говоря, на всякий пожарный, я забыл. Слишком громко. Во-первых, настройки возьмем. Я настройки возьму и голоса увеличу. Из-за этого я в это время буду молчать, из-за этого будет погромче, предупреждаю. Из-за этого, если будет слишком громко, меняйте громкость. Я постараюсь вот так вот. Немножко подувеличить голоса, надеюсь, вам будет слышно. Вот так. Вчера ничего странного не видел, да? Нет, дружище, нет. Я не буду зачитывать, хотя, ладно, знаете, я, чтобы просто сделать хорошие субтитры, я теперь буду субтитры делать, я лучше просто сделаю погромче, вот так. Вот, голос будет прям сильным, из-за этого не обессудьте. Мой ответ был чистейшей ложью. Нет. Конечно. Я тоже. Ой, ты тоже, Рома, живешь? Ой, тогда мы оба смертники. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Ясно. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. О, вот ты везунчик. А то на месте Катьки оказались бы мы. Да, я сомневаюсь. Мне кажется, Катюху пометили еще с самого начала. Как мы знаем, наши друзья-животные борются с теми, кто, скажем так, нас обижает, а Катюха нас обижает. Братаны, вы еще искупили свои грехи, буду надеяться для них, и они вас не тронут. Пяша судорожно почесал кадык. Так, продолжаем, я думаю, да, друзья? Продолжаем, извиняюсь, пришлось отойти. Бяша судорожно почесал кадык. Это... Я что сказать хотел, да? Я кое-что слышал. Этим утром я, как обычно, в школу шел. Вдруг слышу плач за деревьями. Девчачий. Сечетина. Ну, я про Катьку-то не знал тогда. Да и знал бы, стрёмно оно, братки. Утро у нас не лучше ночи. Темно, как в зопе. Вдруг это Катька была, а? А главное, вместе таком паршивом в буреломе-то неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. А вот тут я не согласился. Судя по кассете... по кассете, где были кладбища. Это вполне вероятно, что они именно где-то примерно в этих местах
и расправляются со своими жертвами. Хотя, возможно, Катька жива. Я ничего там не говорю, не пытаюсь отказаться или опровергнуть. Да зуб даю на! Сам слышал! Ну, блин уж. А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Слетела контрольная она! Как пить дать, пацаны, это Катька в тайге стонала! А значит, и до нее маньячела добрался! И, кстати говоря, еще что я забыл сказать. Мы сделали картинку маньяка, отдали полицейскому, который часто везде и в лесу встречался, и на переулке везде. Мы отдали, посмотрим, к чему это приведет. Возможно, это поможет нам именно, мы получим более хорошее доверие от полицейского и так далее. И нам это поможет также в будущем. Блин, я вспомнил Катю, такую красивую и такую подлую. Первая девочка в классе, у которой на зависть подружкам успела округлиться грудь. Первая сплетница, змея и гадина. Ну, тут я согласен. Бяша загибал пальцы. Сенечка, Вова, Семен, Катя. 4 человека, да. Подожди, Синечка. Понятно, ты с кассеты также. Ёпки, уже 4 человека. Это уже маньяк полноценный, да. Рома хлопнул ладонями по парте. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Блин, Ром, я тебя еще больше зауважал. Я точно не стану... Это еще сильнее, если это подтвердится, ну я уверен, это подтвердится, что мы будем держаться друг друга горой. Блин, пацаны, я, Рома, тебя вообще изменять с Полиной не буду, если возможность будет. Никакого, не-не-не-не. Плевать мне на Полину, у меня есть моя Фури Алиса. Конечно, я знаю, что, скорее всего, она будет нашим противником, но кто знает, может, мы сможем ее переубедить. Как и Полинку. Пусть у нас с ней все получится. Пусть у вас с ней все получится. Я и думать забыл, что мне когда-то нравилась Полина. После вчерашней ночи мои мысли занимала лишь одна девочка — Алиса. Ребята направились в столовую, а я остался царапать ручкой в тетради, выводить пики сосен и 2 красочные фигуры, летящие между кронами и полной луной. По предплечьям бежали ордой мурашки, ретиво заскакивая за шиворот. И было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. То ли вес украденного перстня, то ли тяжелые взгляды исчезнувших детей на доске. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывал нечто ужасное за благочестивой маской. Рисуешь? О, Полина! Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Да не надо тебе, ты художник отличный. Ты у нас Ван Гог. Полина облокотилась на парту. Я уже забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, как юбочка Полины порхает на ветру, как звезды искрятся со всех сторон, и она удивленно спрашивает, не сон ли это? А я отвечаю, мол, какая разница? Лицо Полины снова помрачнело. Уже слышал про Катю? Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Ну блин,
Полин, ну уже извини, гадиной, но никто не заслуживает, быть пойманной. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Полина покачала головой. Я чудовище, да? Нет, ты чего? Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал, но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, Вот. наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Ну, отчасти, да, как говорится. Ну, хотя, блин, тут все от человека зависит, но все равно я считаю, что как-то не очень хорошо именно так вот именно сожалеть больше о какой-то анкете, чем о пропаже обычного, человека, хоть каким бы он бы ни был. И, кстати говоря, еще одно подтверждение. У нас в сердце только одна девчуля, это Алиска. И я очень уверен... Конечно, у нас, кажись, последняя глава будет 5-я, потому что в песенке, кажись, это какая часть? Бьем копытом озим. 8. Бьем копытом озим. Как-то так, кажись, уже скоро будет конец. Ну ладно, может я ошибаюсь. Надо будет потом переслушать песенку, чтобы понять. Ноздри словно уловили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Да, и кто-то сейчас читает чужие секреты. Оу. Лес, подумал я, вообразив, как скрюченные ветви поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми Да что ж такое? Их сейчас. Мне надо выпить. Трогая обледенелыми сучками. Надеюсь, ее найдут. Тоже надеюсь. Я не понял про Катю. Она говорит или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Я пригладил волосы. Я пригладил волосы удивленно. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Я подумал о флейте, струящейся между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор? Что ты? Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживаю ли я такого доверия. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. О, ее волосы со скадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетел без всяких чар и к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса. Конечно. Только давай пойдем через запасной выход. Ну, тот возле спортзала. Прячешься от кого-то? Я покосился на парту впереди. Мои товарищи оставили нас вдвоем, дали время, чтобы я мог их спокойно предать. Совесть влилась в душу крошечными зубами. Так это из-за Ромки? Не хочешь, чтобы он узнал? Ты ему нравишься. Сложно не заметить. Но парни всегда забывают о главном. Сначала надо спросить мнение девушки. А девушка говорит, после уроков у запасного выхода. Ну, отчасти права, но, я очень надеюсь, что мне получится как-то вырулить. Я не хочу терять Ромку. Ромка нормальный поц. Я улыбнулся облегченно. Совесть словно принялась поедать душу, когда вернувшийся Ромка бросил мне пирожок с брусникой и подмигнул. Ешь! Набирайся сил для нашего спектакля. Извините, это реально жестко. Но актер, играющий отрицательную роль, то есть я на спектакль
не пришел. Я отпросился у учительницы за 20 минут до конца алгебры. Соврал, что болит зуб. Блин. Я сейчас жалею. Я жалею. Ладно, все. Не отступать, товарищи. Спрячемся еще. Спрятался за школьными кустами, как преступник. Вскоре появилась Полина. Ну, давайте посмотрим, куда это нас приведет. Эй, я тут! Ты б еще в сугроб зарылся. Я понимал, что подло пытаться усидеть на двух стульях, не лишиться поддержки Ромы и тайно завоевать Полину. Во-первых, давай не завоевать Полину. Полина нам не нужна, у нас есть одна красавица. Мы чисто пытаемся наладить с ней отношения, дружеские отношения. Интересно, какой из стульев хрустит подо мной первым? Пойдем скорее. Скорее всего, Рома, Ну, зная его пойдем. характер. Ну, пойдем. Ну, хорошо. Мы зашагали вдоль стадиона. Солнце светило ярко, но не согревало промерзевшую землю. Сумерки затаились в чаще, ожидая нетерпеливо, когда нужно будет выползти и поглотить поселок. Я уже отвык от городского шума. Здесь всегда так тихо. О, а я мечтаю о какофонии. А чем? Моя спутница засмеялась. Какофония — это случайное сочетание звуков. Кстати говоря, посмотрим на спутник. Питер Вид. Телекомпании, представляющие... нет, это уже все было. Будем посматривать иногда, потому что это, возможно, будет в словаре у нас куча новых всяких штучек. Дедушка учит находить мелодию во всем. Он у тебя философ. Краевед был раньше. Он, наверное, классный. Не то слово. Скоро я вас познакомлю. Ты меня в гости приглашаешь? А ты против? Нет, конечно, нет. Тайком я рассматривал Полину. Она казалась драгоценным камнем, чьи грани переливаются, мерцают неуловимо, меняясь. Что, спрашивали невинно ее смеящиеся глаза? То, молча отвечал Ты я. смелый. Мне это нравится. Смелый? Я до сих пор вспоминаю, как ты Бабурина осадил. Пустяки. Знаешь, как для девочек важно, чтобы их защищали? Заступиться за тебя — честь. Вот, я же говорю. Изъясняешься словами из романов. Это честь для меня, моя госпожа. Полина захихикала. Я надулся притворно, но не сумел удержаться и тоже улыбнулся. Поселок выглядел покинутым и каким-то усопшим. Покосившиеся штакетки, замусоренные овраги. Летом, наверное, тут зелено и оттого симпатично, но зимой под коркой льда, под одеялом снега я озирался изредка, чтобы убедиться, не идут ли следом мои в обеих смыслах преданные друзья. В обоих смыслах преданные друзья. Псы лаяли и гремели цепями за заборами, но резко смолкали, когда мы доходили до следующего дома. Представь, что это призраки цепями звенят. О, а я обожаю сказки про призраков. Дедушка часто мне их рассказывает. Она остановилась у небольшого, но уютного дома с заснеженной крышей. Положила руку на калитку. Вгляделась в меня, словно хотела залезть в душу. Вот я все вспоминаю дедушку. Говорю, какой он хороший, заботливый, умный. Но это только половина правды. В последнее время он немного... Она сделала паузу, подбирая формулировку. чудной? Да, пожалуй. Стал таким с годами. Так что ничему не удивляйся. Так точно, ничему не удивляться. Вольно!
Мы пошли по расчищенной дорожке к дому. Полина отперла замок. Длинный коридор был полон теней. Дверь, хлопнув, отрезала нас от шума ветра и остальных уличных звуков. Наступила такая тишина, что я услышал, как стучит сердце Полины. Хотелось накрыть ее рукой и ощупать биение ладонью, линиями жизни. Как красиво. Ты всегда так застываешь? Как будто у тебя в голове стоп-кран нажали. Фантазия рисует всякие картинки. А, понимаю. Она сняла курточку и повесила на крючок. Раздевайся, разувайся. Я пока в комнате приберусь. Дедушка, бывает, вещи свои оставляет, где попало. Я быстро. А теперь будем осматриваться. Что ж, пришло время осмотреться. Легкая, как бабочка, она упорхнула. Такая же, только стальная, могла порхать у меня в животе уже в обозримом будущем. Я стащил куртку, з- расш- расшур- расшурна- фу, расшун, давай, сейчас, расшнуровал ботинки, тонкий скрип достиг уха. Тихо. А эту картину я знаю. Паганини, тот, который так круто играл на скрипке, что люди решили, будто он продал душу дьяволу. Портрет нарисовал Николай Фешин. Он был известным художником в России, а после революции уехал в Америку и там тоже прославился. Какие длинные у Паганини пальцы. И взгляд такой пронзительный. Куда он смотрит? Может, и правда продал душу? А Полина, интересно, продала бы? Тихо, аккуратно. Я не понимаю, зачем взрослые такое вешают в доме. Кривые, острые отростки. Я читал в юном натуралисте, что животным не больно, если спиливают уже отвердевшие рога. И все равно это как срезание когтями, подожди, это как срезанными когтями стену заклеить. Тоже что-то ороговевшее, когда-то бывшее частью живого организма. Тихо, аккуратно. Тихо. Смотрим. Если встать напротив телефона, кажется, что узор на обоих — это внимательные глаза. Отсюда, значит, меня зовут... Отсюда, значит, мне звонит Полина. Стоит тут стоит тут под счетчиком в сумерках, среди теней, накручивая на палец шнур. Может, выключателем балуется. То зажигает свет, то гасит и говорит со мной из темноты. Красиво. Так, смотрим дальше. Что еще можно смотреть? Вот это. Лыжи-турист. Папа рассказывал, что в детстве сам делал лыжи и палки, и даже лыжню смазь сам, даже лыжню мазь сам изготавливал из пчелиного воска, канифоли и хвойной смолы. Для здешних суровых зим это то, что надо. Но эти лыжи стоит отремонтировать. Скобы, скобы, крепления совсем истлели. На них какие-то красные пятна. Это просто ржавчина. Так, смотрим дальше. Ой, подожди, стой. Стой, я не успел посмотреть все. Вот черт. Блин, а открыть это ведь невежливо.
Ладно, сохранимся, потому что в будущем я буду думать, открывать или не открывать. Хотя, честно говоря, придется потом все переустанавливать потом. Ладно, подождите секундочку. Секундочку. Так, товарищи, я вернулся. Не так долго мы прошли, даже чуть-чуть, совсем немного. Так, все, я сделал сохраночку, погнали. Так, что мы еще не посмотрели? Зеркало. Зеркало. В этом зеркале все такое резкое и глубокое. Взгляд проваливается. Будто не зеркало, а дверной проем, за которым такая же комната с лыжами, липкими на ощупь обоями. И с счетчиком, который к концу месяца почти ничего не накрутил. Словно Полина с дедом вечерами сидят в кромешной темноте. А еще... Блять! А вот тут, извините... Ладно, блять. Будь ты проклят, свинопотам. Всего лишь охотничий трофей. Боже ж ты мой. Что? Дементий, ты что натворил? Так, мы сохранились. Кстати, давайте сохранимся. Опять я перезахоронюсь. Извините, что сохраняюсь, но надо это делать, чтобы потом мне было легче выбирать. Ну, может, проявим любопытство, а, пацаны? Я не знаю. Ну, давай проявим любопытство. Мы любопытные. Ого, сколько всякого хлама, как у барахолки, старьевщика. Или как на свалке... Или как на свалке у поселочного... поселкового кладбища, куда сбрасывают искусственные цветы, щепки, щепки сгнивших крестов и грязные ленты с золотистыми словами соболезнований. Почему мне кажется, что дед Полины приволок это все с кладбища, с кладбищенской помойки? Там ведь не бывает детских игрушек или бубна, как в книжке про северных шаманов. А это, как же оно называется? Ловец снов вроде, но поймал ловец не сны, а паука. Сенокосца. И запашок. Не мудрено, что тут даже среди зимы жужжат мухи. Пахнет теплым салом и серой... Ой, подождите. Ой, блин, мне зачесалось. Простите. Блин, мне лицо зачесалось. Так, извиняюсь. С сырой землей. Если долго здесь находиться, наверное, можно привыкнуть. Блин, это что ж такое? Это мне не нравится, вот. Блин, не знаю, что это такое. И какого фига оно тут. Я понял, почему. Ладно. Плевать, наплюнем на это все. Так, все, мы это все смотрели. Да, мы на все это посмотрели, давайте дальше. Подождем Полину, получается. Ну все получается, остается только подождать, нам жать больше некуда. Да, все, это уже было. Да, жать нам уже больше некуда. Я могу это как-то убрать? Давайте где-то вот тут в углу, чтобы оно не сильно в глаза бросалось. Вот тут где-то, чтобы в глаза сильно не бросалось. Ну давайте дальше, что тут? Я дальше уже ничего не увидишь. Давайте подождать. Снимая обувь, я посмотрел вглубь дома. Полумрак маскировал поворот в конце коридора. Что-то двигалось ко мне, волочаясь по рассохшимся доскам. Ой. Кыр-кыр. Кыр-кыр. Скрип нарастал. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Полина! Полина? Ой, это дедушка. Из-за угла выкатилось инвалидное кресло. Кряжистый старик выплыл из темноты. Ты, должно быть, одноклассник моей Полли? Да? Да, Антон Петров. Харитон. Блин, интересное имя.
Рукопожатие было на удивление крепким. Очень приятно. Очень. А я Харитон. Греческое имя значит «щедрый». А твое имя знаешь, что обозначает? Никогда не задумывался. От латинского «антео» — тот, кто вступает в бой. Нам это очень поможет. Хм. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, у моего имени смелые А корни. Полина? Полина французского происхождения. Если не ошибаюсь, солнечная. Согласен. Ну, это видно. Ну, конечно, солнце, меняющее Франция, небо под Парижем, все это про Полину. Вы так много знаете об именах. Я каждой своей кукле особенное имя давал. Кукле? Полина не рассказывала? Я же кукловодом работал при театре. Потом сторож с сигаретой тлеющей уснул, сам погиб, и театр сгорел до основания. Блин, прости, старик, блин, жаль. Куклы мои сгорели. Блин, прям чувствуется боль, серьезно, прям. Я очень люблю озвучку, потому что реально, если слушаешь, прям чувствуешь боль, горечь. Жаль. Про себя подумал. Вроде Полина рассказывала, что ее дедушка был краеведом. Он прищурился хитро. А знаешь ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было? Настоящее и то, что они называли незнакомцем. О, да, это, кажись, в римском. Еще с Римской империей, я помню, именно было, что было основное имя, которое, да, называли именно своим прям приближенным, так скажем, родне, можно так назвать, конечно, я могу немножко ошибаться. И то, что они называли основным людям. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. По имени насылали хвори и даже смерть. Ого. Вот тебе и ого! И зверям имена придумывали не просто так. Заяц от литовского «зайсти», прыгун, то есть, а волк — старославянское «влек», тот, кто таскает. Харитон подъехал ближе, скрестив руки на груди. Я задумался, дома ли Полинины родители. Она ни разу не говорила о маме, только о дедушке. Чтобы поддержать беседу, я А спросил. медведь? О, имя медведя неизвестно. О, Наши предки так боялись этого зверя, что предпочли забыть слово, которым его величали. Оно просто сгинуло из языка. интересно. Вместо него осталось более позднее прозвище — «Ведающий медом». Интересно. Улыбка старика стала шире, обнажая чистоколы металлических коронок. Так, давайте посмотрим. Знаете, думаю, мы на этом и завершимся. Отличное место. Не беспокойтесь, дальше мы продолжим. Мне прям пипец как интересно. Что будет дальше? Думаю, и вам. Буду надеяться, еще и со звуком все нормально, он не слишком громкий, и он меня не перебивает. Очень на это надеюсь, если что. Если что, потом в следующей части я немножко все подкорректирую. Может, голос все-таки уменьшу, чтобы вам сильно он по ушам не бил. Эх, блин, прям очень интересно, блин, как же приятно, я постоянно испытываю удовольствие, особенно когда сейчас, когда у меня немножко дикция немножко подредактировалась, я более быстро читаю. Конечно, некоторые слова мне трудно выговаривать, но все равно все лучше, чем в «Зайчике» в первых частях. Ну что ж, я буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Предлагайте игры, критикуйте, буду рад с вами пообщаться. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер.
Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете. Пополните нашу уже не такую уж и небольшую семью. И будете узнавать о новых видеороликах первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь, товарищи. Скоро увидимся!